Опа! Сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам сегодня с новым переводом и относительно новые реакции, а также это новый реакционер. Но перед началом я хочу вам кое-что сказать. Во-первых, пожалуйста, не забудьте подписываться, потому что лучший способ меня поддержать – это подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ну а во-вторых, есть такой веб-сайт, который называется Boosty, который вы видите на экране, и здесь вы можете поддерживать своих любимых ютуберов или там стримеров, я не знаю. Ну, как вы видите, там написано 50 рублей в месяц, я, кстати, добавлю еще 10 рублей, то есть каждый месяц вы можете, поддерживать меня 10 рублями, да. Вот такая вот вещичка, давайте начнем. Привет и добро пожаловать на мой канал The Semantic Singer. И с вами я, Николас Эндрю. Сегодня я вернусь нам всем знакомому артисту. И я сделаю реакцию на одного единственного вокального мага Димаша. Я просто жду не дождусь. И да, я Диерс. Давайте начнем. На канале я сделал маленький опросник, спрашивая, на какую песню мне сделать реакцию, и походу Stranger была самой популярной. Я был очень взволнован, потому что я не слышал эту песню, но есть проблема с авторскими правами, YouTube не разрешает использовать это видео. Они хотят, чтобы вы перекрыли видео, но в таком случае для меня теряется смысл всей реакции. Я хочу, чтобы вы видели то же самое, что и вижу я, хотя вы уже видели это миллион раз. Но это уже не важно, поэтому я выбрал песню номер 2, и это «Грешная страсть». Итак, раньше я смотрел это видео несколько лет назад, и я ничего не помню, но все равно эти песни крутые, и поэтому давайте начнем и окунемся в мир Димаша. Прекрасного Димаша, поющего грешную страсть. Here it comes. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Его обертоны просто поразительны. Линии долгие лилии. Hear that tone? Были ночи без сна, но в стуже сердце озарила, как весна. Только ты одна. She loves him. Дай мне, А вот и это придыхание. дай мне Amazing. долгим огнем пылать в мгле и ненастье. Дай мне, дай. Такой полный голос. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы, Боже мой, это такой красивый звук. и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Wow. Мне и вправду нравится эта часть его голоса. Околдован тобою. И обратно в грудной голос. Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только Слышали этот плач? Знаете, когда я смотрю видео Димаша, мне всегда хочется говорить одно и то же, снова и снова, потому что он делает вещи, которыми я наслаждаюсь. То, как выходит воздух, интонация, его микс, его белтинг, его свист. И этот список может продолжаться. Но я не хочу повторяться, потому что в этом случае вам стало бы скучно. И для меня тоже.
И он часто делает такие вещи, которые захватывают мое внимание. И после этого мне хочется поделиться с вами своим мнением. В конце последней фразы он сделал 3 вещи, которые заставили меня встать и пристально слушать. Во-первых, у него был перстневидный наклон голоса, то бишь эффект плача. Это очень эмоциональное качество, и он сделал это идеально. И во-вторых, давайте взглянем правде в глаза. Это не попса. Он сделал такой R&B-шный поп-ран. Это было восхитительно. Было много обертонов, и все было там, где было должно быть. И в-третьих, мое самое любимое. Сначала он пел полным голосом, а потом как молния переключился на свой фальцетный головной голос. И, ребята, это очень сложно сделать. И если вы не будете слушать очень внимательно, то вы этого не услышите. Но я это слышу. Я вижу тебя, Димаш. Я вижу твой талант. И мы посмотрим это снова. Love that run. Listen. Amazing. Долгим огнем пылать в огне и в ненастье. Full chest voice. Mix. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Soprano. Что он не умеет делать? Он умеет делать все. Но я же не могу просто так пропустить эту часть. Ну как бы что это было? Просто блестяще. Для меня это высочайший уровень вокального мастерства. И я действительно верю в это. Вначале вокальные связки сокращаются очень медленно, а потом уже быстрее. Степень открытости и гибкости, которыми должны обладать голосовые связки, это просто ошеломляет. Знаете, это как если бы он имитировал какой-нибудь инструмент, но я не знаю какой. Ну или это может быть какой-нибудь традиционный способ пения, но я не знаю. В конце концов, это же всего лишь мои мнения. Но я думаю, что я слышу музыкальное влияние музыкантов, около которых он был всю свою жизнь. И он играет на многих инструментах. И об этом вы мне сказали в комментариях. Огромное вам спасибо за это. Но давайте будем честными. Это необычный способ пения. И поэтому для меня он просто мастер. Слышите эту скорость? Очень быстро. Смотрите на его руку. Направляет тебя. 100%. Here we go. Crazy! Oh, amazing! Позвольте мне сказать очень быстренько перед концом этого видео. И будьте готовы, сейчас будет критика. Замечание оператору. Никогда не убирая камеру от артиста к музыканту, который визуально в том моменте практически ничего не делал, когда вокалист был посередине совершения одного из самых сложных и крутых вокальных ранов за всю жизнь. По моему мнению, в этом моменте мне не нужно видеть банду. Я очень визуальный певец. Я люблю смотреть на то, что происходит с губами, языком, челюстью. И мне нужно видеть лицо Димаша в этот момент. Но этого не произошло. Как будто груз с моих плеч упал. Теперь давайте вернемся и посмотрим это видео до конца. Я извиняюсь. Wow. Run. Oh, I love that. Not the band, sorry. So flexible and musical.
Хорошая финальная поза. Очередная реакция на Димаша закончена. Ну что я могу сказать? Просто потрясающе, ошеломляюще, артистично, красиво. У меня просто недостаточно слов в моем вокабуляре, чтобы продолжать. Уровни, на которые может идти голос Димаша, никогда не перестает удивлять меня. Я до сих пор удивлен, как в первый раз, когда я его услышал. Я слушал его пару раз за эти года. И он поет примерно в одинаковой структуре, более-менее. И я все равно одинаково впечатлен каждый раз, когда я его слышу. Он всегда точен и всегда на высоте. Думаю, это самый лучший способ его описать. Он всегда очень точен. Мне нравится микс, мне нравится белтинг, мне нравится поток воздуха, рифы и раны, его свистковые ноты, его поза. И здесь он довольно-таки молод. И все равно вы не сможете посмотреть это видео и сказать, это нужно улучшить, потому что там этого не надо. Настолько все идеально. Просто представьте, это все, что я могу. Иметь такой голос, который настолько идеален. Мне завидно, но я доволен. На этом мой длиннющий перевод заканчивается. Всем большое спасибо за просмотр. Если кто-то смотрит это до конца, напишите в комментариях «Аллан», и я вам обязательно отвечу. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока.